Россия без Путина? Перед этим вопросом трепещут депутаты и любители Киселева, а оппозиционеры громко и утвердительно отвечают на митингах. Россия без Путина! Россия без Путина! Сегодня мы узнаем точный ответ. Мы поборемся за поддержку граждан РФ и будущее нашей страны в первой политической настольной игре. И научим тебя. Меня зовут Павел, автор этой игры, а это Елена. Расскажет вам о том, как сыграть в Россию без Путина. В игре, как и в реальности, есть оппозиционные и пропутинские организации. Вы можете выбрать ту из них, за которую хотите играть. Вы можете играть командно, 2 на 2 или поодиночке. В каждой организации есть лидер – Ходорковский, Навальный, Путин и Медведев. И, конечно же, рядовые участники. Как и в реальной организации, они выполняют разные роли – политик, юрист, журналист, активист и агент. Цель каждого игрока – получить как можно больший процент поддержки избирателей для своей организации. Получение процентов поддержки избирателей зависит не только от того, какой тип участника бьет другой тип участника, но и от того, где происходит событие, что это за событие, в каком месте находится участник и какими действиями он играет. Каждый игрок получает по 3 карты участника и 3 карты действия. Игроки открывают карту «Место». Карта расскажет, где находятся участники в этом раунде и какие условия им необходимо выполнить для получения дополнительного процента поддержки. Каждый игрок вытягивает одну карту «Новость». На ней указано определенные условия, которые он может выполнить по желанию, чтобы получить процент поддержки или игровой бонус. Может так случиться, что ваша новость предназначалась для вашего идеологического противника, или у вас просто нет возможности выполнить условия. Тогда вы просто игнорируете эту карту. Обязательно во время игры обратите внимание на новости других игроков. А сейчас время выбрать, кто из вашей организации будет играть за вас в этом раунде. Вы выбираете одну из 3 карт участники, выкладываете ее на игровое поле рубашкой вверх и одновременно с другими игроками переворачиваете. Кто же побеждает? Но раунд не закончен, у вас еще есть возможность изменить исход своими действиями. Победитель действует первым и еще и получает дополнительный процент поддержки. После него ходят по часовой стрелке. Пропускать ход нельзя, поэтому каждый игрок должен или положить одну из карт действия на поле, или сбросить ее в колоду. Если случается революция или победа на выборах, естественно, в стране все меняется коренным образом. Карта переворот переворачивается на другую сторону. Хайп позволяет участнику бить всех, у кого хайпа нет, а блок отбирает возможность бить кого бы то ни было. Увы, не всегда участники организации искренне идейные и лояльны. Бывает так, что бывшие жулики выходят на протестные акции, а отъявленных оппозиционеров запугивает или прикармливает Кремль. Карта предательства позволяет обменять любого участника на любого другого, находящегося на поле. Когда все карточки действия разыграны или сброшены, раунд завершается, подводятся итоги. Каждый игрок получает 1% за каждого участника, которого он побил. При этом неважно, проиграл он сам или нет. Участник, который не побил никого и не был побит в этом раунде, попадает обратно в руку к игроку. Все остальные карты на поле отправляются вниз своих колод рубашками вниз. При подсчете обязательно не забудьте учесть все условия, данные в картах: действия, новости и место. Участники набирают новые карты для следующего раунда. Когда колода заканчивается, карты перемешиваются и снова играются. Всего играется 5 раундов. В конце игры каждый игрок суммирует проценты поддержки, полученные за все раунды, а потом прибавляет столько процентов, сколько карт участников осталось у него на руках и неиспользованными в его колоде. Подведем итоги. Это простая, динамичная и быстрая настольная игра, механика которой понятна всем. Только вот все решается не угадыванием карт участников у других игроков, а с помощью карт действий, новости и места. В игре, как и во многих других, значительный процент случайности, но и немалый процент возможностей построить свою стратегию. Наблюдайте за оппонентами, запоминайте, какие карты у них в руках, и пробуйте предугадать их действия. Присоединяйтесь к одной из политических организаций и участвуйте в борьбе за будущее России. Немного про дополнение к игре. Сейчас она находится в бета-версии 0.3, со временем игра будет дорабатываться и улучшаться. Уже сейчас в разработке находятся 3 колоды участников: пропутинские силовики и 2 оппозиционные организации – Либертарианская партия России и Яблоко. Также в разработке находятся колоды новости, действия и место, история выборов президента РФ 2018 года, уголовные дела «Новое величие» и сети, политические дислокации по Москве, Петербургу и другим городам. Отдельным пунктом мы планируем мобильную версию, которая повторяет механику игры. Качество печати будет совершенствоваться. Мы ищем крутых дизайнеров и художников, которые помогут нам создать Россию без Путина.